Армения и Туркменистан снова вернулись к переговорам о поставках природного газа через Иран. Советник премьер-министра Армении Арташес Туманян подтвердил, что обсуждения проходят в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Согласно предварительным планам, Армения намерена закупать от 600 миллионов до 1 миллиарда кубометров туркменского газа в год по своп-схеме. В этой цепочке ключевую роль играет Иран, который согласился на участие в проекте. Однако, как отметил Туманян, стороны пока не пришли к окончательному соглашению по ценовым параметрам. Еще одним направлением диалога стала идея транзита туркменского газа через Армению в Грузию. По словам советника, Тбилиси выразил готовность к сотрудничеству. В случае успешной реализации, эта схема может открыть доступ к туркменскому газу для стран Черноморского региона. Кроме того, обсуждались поставки электроэнергии из Туркменистана. Ашхабад проявил интерес, но Ереван пока не определился с наиболее выгодной схемой использования. Один из вариантов – включение этих поставок в программу газоэлектрического обмена с Ираном. Перспективным направлением остается и сотрудничество в сфере нефтегазового комплекса. Возможные закупки и поставки продукции находятся на стадии консультаций. Ранее Армения уже имела опыт работы с туркменским газом. В начале 2000-х годов часть закупок оплачивалась текстильной продукцией. Тогда также рассматривались проекты по транзиту туркменского газа через Армению в Европу. Сейчас вновь обсуждается возможность создания более широкой транспортной сети, которая может соединить Туркменистан, Армению, Грузию, а в дальнейшем и другие страны. Существующая газовая инфраструктура позволяет нарастить поставки. Например, газопровод Армения-Иран рассчитан на 2,2 миллиарда кубометров в год, но в настоящее время используется лишь на уровне 370 миллионов. Сегодня армянская энергетика получает иранский газ по программе обмена на электроэнергию, который в основном идет на нужды ТЭЦ. Если новые договоренности будут реализованы, Армения сможет укрепить свою энергетическую безопасность, а Туркменистан – расширить экспортные маршруты. Однако ключевым фактором остаются финансовые и технические детали, которые пока продолжают обсуждаться. В Армении стали доступны услуги спутникового интернета Starlink, обеспечивающие стабильную связь как в городах, так и в самых отдаленных регионах страны. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян. По его словам, запуск Starlink стал возможен благодаря слаженной работе министерства, представителей компании и государственных партнеров. Это событие открывает новые возможности для пользователей, позволяя получить доступ к высокоскоростному интернету независимо от их местоположения. С появлением спутниковой сети страна получает более надежную цифровую инфраструктуру, улучшенное качество связи и доступ к ведущим мировым сервисам. Теперь жители Армении могут воспользоваться этим технологическим решением, которое расширяет границы коммуникаций и делает интернет доступным даже там, где раньше это было невозможно. Starlink позволяет получить доступ к высокоскоростному интернету там, где традиционные сети недоступны или могут быть нарушены. Благодаря независимости от наземной инфраструктуры, система обеспечивает надежное соединение в любых условиях. Это особенно важно в ситуациях, когда требуется мгновенный обмен информацией. Кроме того, спутниковая сеть открывает новые перспективы для управления беспилотными аппаратами, передачи данных с дронов и мониторинга в режиме реального времени. В случае отключения традиционных навигационных систем она может стать альтернативным решением для точного определения координат. Starlink также дает возможность создавать защищенные каналы связи, устойчивые к внешним угрозам. Это делает систему незаменимой не только в повседневной жизни, но и в критических ситуациях, когда важно сохранить оперативную координацию и передачу данных. Запуск спутникового интернета в Армении – это серьезный технологический шаг вперед. Теперь граждане и бизнес получат более широкие возможности для работы, а страна – доступ к современным цифровым решениям, которые помогут развивать инфраструктуру и повысить уровень безопасности связи.
Отметим, что в свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в стране теперь доступна спутниковая интернет-система Starlink. В своей публикации он также поделился картой, на которой показаны регионы Южного Кавказа, где эта система работает. 60 членов Палаты представителей США направили госсекретарю США двухпартийное обращение, требуя обеспечить полное соблюдение раздела 907 закона о поддержке свободы. Они призывают к немедленному прекращению военной помощи Азербайджану, ссылаясь на этническую чистку 120 тысяч армян-христиан из Карабаха, продолжающуюся оккупацию армянской территории и жестокое обращение с армянскими заключенными. Законодатели подчеркивают, что отсутствие последствий для Азербайджана способствует продолжению агрессивных действий страны, ставя под угрозу перспективы справедливого и долгосрочного мира в регионе. Они также выражают обеспокоенность уничтожением армянского культурного наследия и препятствованием безопасному возвращению армян в их дома. По их мнению, продолжающаяся агрессия против Армении, жестокое обращение с армянскими военнопленными и отказ Азербайджана признать права армян на безопасное возвращение в Карабах лишь усугубляют ситуацию. Несогласие с привлечением Азербайджана к ответственности может не только легитимизировать его действия, но и поощрить другие авторитарные страны, стремящиеся решать вопросы силовыми методами. Отметим, что на фоне этих событий недавно Никол Пашинян и сенатор Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили заинтересованность в углублении стратегического партнерства. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, Рубио подчеркнул, что данная тема остается важной для нынешней администрации США. Госсекретарь США также отметил значимость достигнутого соглашения по проекту мирного соглашения и завершению переговоров с Азербайджаном, назвав это важным шагом. Пашинян добавил, что он и Рубио согласны с необходимостью как можно быстрее подписать и ратифицировать мирное соглашение. Эти позиции отражены в пресс-релизах. Мы оба подчеркнули, что в данной ситуации эскалация в нашем регионе неприемлема, отметил премьер-министр. В этом контексте интересным выглядит и то, что вскоре после данного разговора в Армении неожиданно был запущен спутниковый интернет Starlink от компании Илона Маска. Случайность или стратегический шаг? Этот вопрос остается открытым. Однако следует отметить, что переговоры по поводу Starlink между Арменией и США продолжались достаточно долго. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.